Добрый день, меня зовут Сергей Прохоров-Кунцевич, я фотохудожник. В этом видео расскажу историю создания небольшой серии портретов и порассуждаю о фотографии. Приятного просмотра! Вдохновение на фотосессию порой приходит тогда, когда ты открыт для чего-то нового. Во время прогулки с собакой мы немного изменили маршрут и вышли на холмистый участок с сухостоем. Больше всего запали душу 3 дерева, старые яблони. Захотелось сюда вернуться, чтобы понаблюдать и понять, в какое время здесь интересный свет. Прошло несколько сезонов, каждый по-своему был живописен. Наблюдать за натурой не только интересно, но и полезно, так как расширяется визуальный кругозор, который для фотографа необходим как воздух. И вот в начале весны, в самое неприглядное время для этого места, я приходил сюда в течение нескольких дней, чтобы понять, в какой час лучше сюда вернуться. Стало ясно, что съемку надо проводить обязательно не в пасмурный день и ближе к закату. Яркое весеннее солнце после хмурой зимы было в этом месте таким теплым и приятным, не хотелось в этот момент упустить. Интересно получается. Отправной точкой для портрета у меня становится не человек, а место. Но в жизни приходится встречаться с разными ситуациями, так что любой нестандартный поворот может обернуться целой историей. Чтобы чувствовать границы кадра, включать нужное и отсекать лишнее, не обязательно все время смотреть в видоискатель камеры. Во время учебы я обходился условной рамкой, которая сначала была из картона, а затем пластмассовой. Когда ее не оказывалось под рукой, то складывал пальцы рук определенным образом, чтобы отсечь лишнее, тем самым создать примерное соотношение сторон стандартного кадра. Сейчас я обхожусь без рамки и сразу понимаю, какой объектив будет использоваться. Осмотревшись на местности, я нашел здесь несколько плюсов. Можно задействовать 3 яблони, использовать линию горизонта без перспективы и, конечно, применить сухостой. По-моему, он называется тростник обыкновенный. На этом этапе уже можно определиться, где выигрышнее будет смотреться крупный план, средний план, возможно, ростовой портрет и так далее. Знание таких планов по крупности облегчит рассказ истории и позволит сделать съемку интересной благодаря разнообразию. После этого мне нужно было найти героя. Согласитесь, это достаточно специфическая локация, и не каждая съемка будет гармонично здесь выглядеть. Со временем приходит понимание, насколько важно обращать внимание не только на общее и явное, но и находить во всем мелкие, но важные детали. И тут я вспомнил, что во время самоизоляции познакомился с парнем по имени Мукиль, который приехал к нам учиться на врача из Индии. Мозаика сложилась. У меня загорелись глаза. Мы решили сделать портреты в традиционном одеянии Индии лунги. Оно представляет собой полосу ткани, оборачиваемую вокруг бедер на манер длинной юбки. Для меня был важен этот образ, так как хотелось прикоснуться к абсолютно другой культуре. Затем нужно было определиться с выбором объектива. По опыту знаю, как человек, снятый с разным фокусным расстоянием, может преобразиться или исказиться до неузнаваемости. В моей коллекции на момент фотосессии было 4 объектива. Фокусные расстояния, которыми я мог работать, были от 24 до 200 мм. Каждое значение по-своему могло рассказать историю. Но были обстоятельства, из-за которых я решил отказаться от 3 объективов и использовать только один. Сейчас будет понятнее. Первый кадр – ростовой портрет. Через эту фотографию мне хотелось познакомить зрителя с местом проведения съемки и показать костюм героя. При использовании малой глубины резкости, диафрагмы 1.2, мне удалось максимально выделить объект съемки, отделить его от фона. Яблони, которые находятся на заднем плане, сильно размыты, поэтому не привлекают на себя внимания.
Для того, чтобы уравновесить снимок с заваленной линией горизонта, которая является частью склона, решил расположить персонажа в центре кадра. Любое его смещение разрушило бы целостность фотографии. При съемке таких постановочных портретов я не работаю с серийной съемкой, несмотря на то, что моя камера Canon EOS R6 может снимать приблизительно до 20 кадров в секунду. Перед нажатием на кнопку спуска затвора я анализирую, зачем мне этот кадр, поможет ли он рассказать историю, а может он лишний. Ответы на эти вопросы нужно получить максимально быстро, чтобы после создания фотографии убедиться, я получил то, что хотел, или мне нужно повторить, например, со смещением точки съемки. Когда смотрел видоискатель, уловил мимолетное движение в кадре. Ветер, который прикоснулся к ткани, как раз и оказался тем решающим моментом, к которому стремятся многие фотографы. Эта приятная линия передает динамику, пусть и не такую явную. Что касается деталей, мне нравится, как аккуратно расположены руки. Они утонченные, ухоженные, их не стыдно показать. Спокойный взгляд вдаль, лицо в 3/4, линия плеч под углом. Я чувствую спокойствие от этой фотографии. Такое же состояние испытывал в процессе работы. Возможно, у вас возникнет вопрос по поводу часов и браслета. Думал на эту тему. Понимаете, это ведь не реконструкция какого-то события. Мукиль мне сказал, что костюм трансформировался. Как вы видите, надевается сверху обычная рубашка, так что использование современных аксессуаров не разрушает образ. Этот снимок можно было получить с помощью широкоугольного объектива. Но позади яблонь, немного левее, находится автомобильный мост. Это металлическое сооружение, словно вставной зуб, которое испортило бы мне фотографию. Также при съемке на широкий угол мне бы пришлось подойти ближе к объекту, тем самым изменился бы задний план, а диафрагма 2.8 этого объектива не смогла бы хорошо отделить главное от второстепенного. Второй кадр – крупный план. Решил использовать анфас, чтобы можно было внимательно рассмотреть лицо. Во время работы я не наблюдатель со стороны, а прямой участник. Вы знаете, иногда очень сложно выстроить такой контакт. Не всегда получается передать то, что показалось на первый взгляд. Так как фотография является результатом совместных усилий, где помимо нас, людей, еще присутствует камера с объективом, с которой нравится мне это или нет, герой тоже взаимодействует и отвлекается. Не знаю, что вы ощущаете, когда общаетесь не в беседе, а в форме визуального контакта. Возникает ли у вас вообще ощущение прямого общения с изображенным человеком? Но лично мне такая беседа приятна. Конечно, вести безмолвный разговор сложно. Куда проще отстраниться, стать сторонним наблюдателем, перестать вести прямой диалог с человеком, попросить его подвигаться, встать в какую-то неестественную позу, чтобы в дальнейшем привлечь внимание зрителя и всем рассказывать: «Я художник, я так вижу». Ранее я снимал портреты такой крупности с помощью телеобъектива. Но в данном случае я не смог работать им, потому что, как уже говорил, мы находились на склоне. Пришлось бы спуститься далеко вниз, тем самым нарушить перспективу, приблизить задний план, передвинуть линию горизонта из-за большого угла. Благодаря фокусному расстоянию 85 мм отсутствуют в этом портрете какие-либо искажения, так что герой получился реальным, как в жизни. Можно было снять головной портрет, без обстановки, где все внимание было бы сосредоточено только на его выразительных глазах. Но я увидел, как гармонично смотрятся плечи, легкий наклон головы, приоткрыта шея, какой красивый получился фон благодаря диафрагме 1.2. Так что не упустил возможности и воспользовался всем, что было доступно в моменте. Третий кадр – средний план. Для меня эта фотография как раз и является тем самым решающим моментом. Хочу с вами поделиться, что же этому помогло. Мы действительно много общались во время съемки. Ближе к ее завершению я спросил о его планах на будущее.
В этот момент он моментально изменился. С невероятным удовольствием рассказал, в какую страну он хотел бы отправиться дальше, как он видит свое будущее. Это было не более 30 секунд. Я не перебивал, лишь жестом показал, куда ему направить взгляд. Световое решение фотографии, снятой чуть снизу на фоне неба, подчеркнуло черты характера, твердость, решительность, проявившиеся в выражении лица. Живой острый взгляд, брошенный в сторону, та находка, которая помогла сохранить в снимке естественность. И, конечно же, отдельная история с руками, важнейшие детали портретной характеристики. Недаром их называют вторым лицом. На снимке правильно найденное и гармонирующее положение рук с общим обликом персонажа заметно оживляет и раскрывает композицию. Все это великолепно сработало на образ. Вертикальные линии сухостоя придают кадру динамику и небольшую глубину пространства, а размытый фон дополняет кадр, так как нейтрален, поэтому не забирает на себя внимание. Я бы хотел получить от вас обратную связь. Что вы думаете об этой истории? Как вам такой формат видео? Выразите свое мнение в комментариях. Спасибо за внимание. До новых встреч! С вами был Сергей Прохоров-Кунцевич и моя собака Чарли.